Цель сеанса моя — это все мои решения, которые привели к потере моей свободы, отменить. Все решения с антимиром отменить и выполнить миссии, которые есть. Разобраться, шум в ушах, грибок, который внутри тела, и тяжесть на ногах. По аспектам так. Что-то вот связано с пальцами на концах. Что связано? Первое. На физике я плитку ложу, и когда я провожу там, в процессе работы начинается стираться, и язвочки попадаются. Так, и ночью был сон. То есть этой ночью от тела отделялся и как-то из рук в воду или что-то, какие-то потоки выслал, но они и не из кончиков пальцев, а вот с вот этих фалангов как-то вот так шли. Мгм. Думаю, почему, если даже все ушло не из концов. Так. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Да, я тебя вижу, но а, ты так, знаешь, как хочешь взлететь крыльями, Угу. к правой руке такие черные какие-то идут иголочки из сектора магии. Почему-то слышу Тарас имя. Угу. Когда я смотрю на эти черные энергии, слышу Тарас. Так. Угу. Да, я вижу его лицо. Угу. Так. Еще что-то посмотришь явно или Ну, пока вот это считаешь? только, да, Угу. считываю эфирную ДНК. Считай эфирная ДНК или это. Да, это ты. Угу. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной и для меня. Ам, Какие-то маски вот так берешь вот отсюда, такие Так. как овалы, такие, их много. Ты выбрасываешь на таких палочках они. Ты вот так, ну они какие-то, ты их вот так выбрасываешь в сектор интерферентов. Они как программы, такие кристаллического а, характера такого, да, это программа. И тоже связаны с сектором магии. Я вижу, там кто-то лежит. Угу. Анна. Тарас с Анной делают сеанс регрессии. А у Так, Тараса Виктория. такая голова. Угу. Почему-то как считывается эфирный скандал. Угу. Вот как надстройка над головой. Как будто бы раздулась верхняя часть головы. Такое там, как кристаллическое. Угу. Так, Виктория, я дал разрешение потрудиться. Ну, давай еще раз спросим. Еще раз спроси у меня разрешение потрудиться со мной и для Да. меня. Угу. Так, хорошо. Я приказываю тому, кто находится в секторе магии, приказываю ему проявиться. А, Вижу там, как я всегда вижу, ну, видела Тараса, его эти блокировки царские. Угу. Вот, он стоит как гусар, на правом плече этот его такой шаг, ну, военный этот китель, почему-то вот на правом плече, как будто бы он его повесил.
Мгм. Вот так. Ну, это характеризует правость. То есть эти царские замашки, блокировки, они как бы руководят его подспудными решениями, так я считываю. Мгм. И правая нога такая черная. Так. э, Доигрались, короче, с Аней. Мгм. Это раса приказывает отвечать, что он делает в моем личном пространстве. Он снимает из головы вот эту штуку, эту надстройку. Так. А, Она такая, как прозрачный аквариум, только вверх ногами. И с этого аквариума выглядывают такие прозрачные щупальцы. Там сидит спрут. Мгм. Вот. Он это... Сейчас я посмотрю, кому это принадлежит. В секторе интерферентов этот спрут. Приказываю всем, кто у меня находится в секторе интерферентом, приказываю проявиться. Появляется такой черный спрут. И имеет энергии паука. Мгм. И там такие паучата, которые пытаются на меня залезть. Я им приказываю убирать все их воздействия, поднимаюсь повыше. Мгм. Так, и замораживаю. Вот так в какую-то эту завернула, как в такую тряпку, эту штуковину. Мгм. И оно вот так балансирует, как будто бы на резиновой этой, в секторе интерферентов. Так. А держит это вот так на черной палочке, как на это, Тарас. И он так весь почернел. Мгм. Так. Хм. Приказываю Тарасу отвечать, что он делает в моем пространстве. Он говорит, глобализирую. И от него идут такие черные подключки вот сюда, к этим. У тебя руки вот так как-то согнута рука. Мгм. И вот к этим косточкам, и вот это что-то считывается как глобализирую вот к этим суглобам. Мгм. Так. Так, сейчас я посмотрю, какие программы он. Мгм. Я вижу, что вот так у тебя под левым крылом Так. получается как такое, как будто бы крыло такое черное из сектора интерферентов. Считывается Сатанаил. Он как левым крылом вот так в твое пространство проникает. А Тарас держит такую черную трубочку, и этот Сатанаил как будто бы энергию отсасывает. Получился Мгм. такой, как треугольник. Там какая-то точка, вот здесь есть. Сейчас я посмотрю, где рука. У тебя вот так рука, как на растяжке, как, знаешь, такая, когда сломана рука левая. Мгм. Вот так рука на, как бы на растяжке. Так. Видно кость. И в локте есть такая точка черная. И к этой точечке тянется. Я Хм. вижу, что ты локтем, это как будто бьешь, вот так пробиваешь какой-то... О, я вижу тебя, когда ты был этим поверженным царем, так считывается. И ты вот так что-то вот так делал, вот так, локтем. Мгм. А потом как будто бы корочку пробил ледяную, а левой, левым локтем, а потом вот так в воду, как корочка ледяная пробилась,
И там водичка, и ты воду так с лужицы пьешь. Мгм. И какой-то холод сильный. Прям считывается стужа, ветер так завывает. Так. Это на эфирном, то есть на физическом плане это было, что ты видела? Да, я вижу, что это физический план. Я вижу Мгм. деревья. Это как будто в лесу в каком-то. Так. А, А потом подходит этот человек с этим кителем черным. Так, кто я такой? Я ему приказываю ответить, кто он такой. У этого человека такой же аквариум на голове. Так, Это Тарас. интересно как. Так. Надо же. А, а. Он считывается как жандарм. Мгм. Так, что происходит на физике дальше? Он считывается руководитель расстрела. И я вижу вот эту кармическую развязку, когда расстреляли его семью. Это как развязка. А Мгм. он считывается, что он... Сейчас я посмотрю. Ой, а, он ударил тебя прикладом по спине. Мгм. Так. И так ногой пихнул, говорит: "Отойди". И я вижу, что, он наступил, в эту лужицу почему-то идет своим копытом. То есть вот этот дух, в котором он, ну, который в нем работал, Мгм. это, дух, дьявола с рогами такой, с огромными рогами. Считывается, знаешь как? Считывается Как? как, перевертень. Так, а что это значит, Виктория, в этом контексте перевертень? Я вижу, что оно как будто перевернуть что-то, оно считывается, как будто бы вот, кожа, у человека кожа гладенькая, да, Да. а на ней есть такие волосочки. А это Мгм. считывается, что это как-то наоборот. И такое все волосатое, а кожа гладенькая внутри. И она такая гладкая, прямо как будто стеклянная. Но это программа такая, это дух, характеристика, а сверху такая прям как шерсть. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Спросила меня, подписал ли я какой-то контракт с Тарасом в том, Я в той слышу, ситуации. ведут на расстрел. Так. И после того, когда ты вот упал, руки за голову, вот так. Мгм. И, и ты идешь такой. А, и как-то до стенки поставили. Мгм. Такая сейчас деревянная стена. Там дом. Это даже не стена, какой-то терем. Там еще Мгм. такая башенка есть. И такие уголки. Знаешь, как в дерево, деревянный домик. Мгм. Но сзади это, как Сзади сзади, двор. как бы Мгм. не двор, а вот так из лесу как вышли, то спереди там двор. Там такой заборчик есть, и там люди. Женщины такие,
таких этих, краснощекую одну вижу. Мгм. Считываются как бабы. Ясно, какая-то деревня, в общем. Да, какая-то деревня. А тебя вот так привели и к этой стенке. Она такая черная, вот такой прямо как квадрат черный. Это уже в эфирном плане. И вот это я не знаю, я сказала в начале, что шло. Слезы. То есть, когда я рассматривала вот эти м, Так. подключки, то там такие черные, как слезы были. Считывались как слезы, которые вот тянулись от сектора, ну вот от магии, и они вот так шли. И Мгм. я вижу, что в секторе принятия решений у тебя вот это желание очень сильное, такое развязать эти кармические узлы. А Мгм. кармический узел, он считывается как а, отдать убийце болью. Но ты этого не Мгм. хочешь. Ты вот так, кажется, вяжешь. В тебе вот это Так. считывается добродетель. Мгм. И ты вдруг вот так раз, и повернулся. Он тебе, я сказала или нет, что выстрелил в голову? Нет. В затылок? Вот в затылок, прямо где в затылок выстрелил. Там такой был, Многостра- там такой был Многострадальный длинный, затылок. длинный ружье, как это называется, дуло Со, штык... ружья со Со штыком? штыком. Да, Мгм. и штык там был. А, Мгм. он это сделал и говорит, вот встал и говорит, нет царя. Ну, А ты кто, упал, а кто стрелял? это люди стреляли, Мгм. несколько человек, они все как черные такие, в секторе магии по а он командовал. Он Понял. считывается как жандарм. Мгм. И он вот так махнул рукой, и у него рука почернела, и так как будто бы отломалась в эфирном плане, начала вот так крутиться. Мгм. Так, Виктор, я какой-то контракт подписываю в этот момент. Ну, конечно, ты разрешил Мгм. себе. Я вижу, как проникает вот в основание черепа, там открывается такой портал Мгм. красный, то есть насилие. Считывается энергия крови, и кровная месть привязана к этому событию. То М. есть вот это коны кармы. Мгм. Считывается вот так: отдать владельцу смерти его смерть. Мгм. А почему владельцу? Сейчас. Владельца. Вот почему. Потому что вот это желание смерти, оно родилось в душе этого человека, значит, он является владельцем этого чувства, и к нему обязана вернуться карма. Мгм. Так, а на что я еще согласился? Спроси у меня, зачем я Не-не, пошел подожди, на это. подожди, Мгм. подожди, что-то Ждал. я смотрю, Мгм. что происходит в эфирном плане, нужно посмотреть, потому что я вижу, что ты смотришь как сквозь лед. Мгм. Ты смотришь вот так, это лужица там, которая она вот так с правой стороны, как зеркало, а в этой лужице выглядывает вот этот спрут. И я вижу, что контракт был подписан именно
В том в моменте, том моменте, не когда он тебя убил, а сейчас будем это все нужно да. разгребать. Я чувствую сильную обиду и несправедливость. Я вижу, как слезы. Ну, у тебя такая была штука на голове, как ведро. Мгм. Ну, такая какая-то штука, а там дверцы такие были. И слезы так хлынули. Хорошо, Виктория, понизь эмоциональное восприятие, чтобы мне это не Да, переживать так. хорошо. Мгм. Давай рассмотрим, что произошло, когда я увидел этого Контракт. спрута. Я вижу контракт. То Мгм. есть на это чувство обиды. Мгм. На кого Да, ты я... подписываешь контракт. И я вижу, как какая-то энергия, как выходит из сектора магии. С этого человека он выглядит, Мгм. я его даже видела в сеансе с Надей. Он постоянно был в сеансе с Надей. Он так стоял, как гусар, покручивал ус. Мгм. Так, я приказываю ему проявиться, кто он. Он раз и Мгм. спрятался. Мгм. Приказываем проявиться. Кто он такой, отвечать? Я вижу, что это Илья Так. в этом воплощении, а там я вижу этот человек с таким париком. Мгм. Меньшов. Я ему приказываю Мишка, отвечать. да. Меньшков. Мгм. И он говорит, что он вот снял этот свой парик, и у него такая же лампочка в голове, как этот спрут. Мгм. Считывается один и тот же объект. Субъект мнения. То есть я вижу, что в том воплощении Тарас, ну это я же видела, я чувствовала, что Тарас отказался работать, потому что он боялся как бы расторгнуть свои главные контракты. И это еще не последний контракт, который Мгм. он должен был расторгнуть, а не уходить. Да. Виктория, считай, как звали Тараса в том воплощении? Как звали этого жандарма? Как знаем мы его из истории, может? Он говорит, я трус, и спрятался. Вот Мгм. в тот портал так Мгм. спрятался. Виктория, ты можешь считать его имя? Как он в том воплощении его звали? Я вижу в секторе, это у тебя в секторе принятия решений, ты вот так, как на мочалку, вот так плюнул, и так вот все стер. Мгм. Зачем-то. Спроси у меня, почему я это сделал, зачем я стер. Я слышу контракт, Мгм. и только имя идет Савелий. И я Мгм. вижу, что какая-то энергия перешла вот с него, он сильно уменьшился, и такая светлая энергия с него, как душа вышла и пошла через этот контракт, через это место, где ты подписываешь, и уходит в сектор интерферентов. Мгм. Виктория. Ты говоришь, Мгм. я поддался агрессии чиновника. Мгм. Он выглядит как какой-то начальник эм, охранного войска, жандарм, который служит Кому он служит? вот этому с париком. Меньшикова.
Да, Или... он считывается перебежчик. Мгм. Ну, вот эта энергия предательства, это я всегда говорила, что это в нем есть. Мгм. Виктория, вот этот контракт, когда я стираю, это тоже контракт, который связан с лужицей, или он раньше был? Это все связано с этим событием. Я с тебя сейчас спрошу, зачем ты его стираешь, а ты Мгм. говоришь, что ты уничтожаешь следы, но это как бы не ты говоришь. Сейчас я посмотрю, потому что оно вот так вот идет в сектор интерферентов, и там такие черные, как сущность, и оттуда идет информация. Стираю следы преступления. Так, кто это говорит, там передает эту информацию, ему приказываю проявиться. Это говорит вот эта программа, которая считывается как бравый гусар, то есть а, служака Родины. Мгм. Великоимперский какой-то, подожди, что за слово? Какой-то бафализм? Бахвализм? Что это такое? Бахвализм. Бахвальство. Это лицемерие. Мгм. Так, значит, эта программа стирает следы преступления. Так, я приказываю этой программе убрать все воздействия. Так, и снова я попала в тот момент, когда ты вот локтем пробил а, Мгм. этот Лед. лед и выпил чуть-чуть водицы. Так, что в этот момент произошло на эфирном плане, Виктория, посмотри. Считывается, поддался гнету. Буквально вот это подготовка, это магическое воздействие, продавить твое, Мгм. а, Волю перед твою казнью. волю, да, Мгм. вот. И вижу вот этот приклад, которым он тебя ударил. Он как будто бы ударил, возможно, даже вот так по шее, потому что сейчас я вижу вот этот сильный удар именно по шее. Мгм. Вот, то есть он, Смещение позвоночников. Мгм. да, да, да. Так, что в этот момент я почувствовал? Нужно вот это, да, этот контракт, потому что это стало Мгм. причиной того, что тебя вот повели туда и Да. расстреляли. Мгм. Так, спроси у меня, на что я согласился, что я чувствовал, когда вот это пил эту воду, ключевое мои решения. Что я решил? Спроси у меня. Я вижу, как вот эти черные слезы, то есть это взаимодействие с этими программами насильника, Мгм. они как такие плоские, как лезвия, просто упали в сектор интерферентов, их там словили, и это завязался кармический узел, ам, ну так Мгм. слышу, с предателем. Понятно. Обида на этого предателя. Вот эта обида на этого предателя, это как раз и завязал. Ой, я услышала этот м, э, взрыв, эта пуля просто в Мгм. голову. Ну вот Мгм. именно в то место, где он сначала ударил. Мгм. Виктория, считай, информация, вот это место, оно что обозначает в ментальном плане? За что оно отвечает? Я вижу, что появляется такой образ, как будто хрустальный череп, который снимается вот с основания. Но оно все такое, как хрусталь. Мгм.
И отдается вот этот череп человеческий, вот так передвигается в сектор интерферентов, и по мере продвижения вниз в этом черепе прорастают вот такие, как вытягивается эта челюсть и превращается как в козлиную с такими вот этими зубами. И Мгм. я вижу, как этот уже козлиный череп одевает на себя Бафомет. Он сидит на пирамиде и Мгм. одевает эту голову. Он считывается, что это членоразделение души, духа и подсознания от божественной основы основ, Мгм. от святых, от святая святых, и вот это от того, что находится в высших измерениях души, у первоисточника. Я вижу, что наша душа это не какая-то вот такая вот кучка чего-то, а это и многомерное такое, такая субстанция без времени и пространства. Она везде, как и душа первоисточника, и высшие измерения, и у души есть высшие и низшие измерения. И вот боли и страдания приводят к несовершенству и разделению. Я услышала, как такой хруст, как будто сломались кости. И ты мне показал вот это черное крыло, Мгм. считывается как эгрегор смерти. Так проникает эгрегор смерти в пространство души. То есть Мгм. Боли, низшие, страдания. да, низшие, так проникают вот эти низшие вибрации, а с низшими вибрациями, с низкими вибрациями связаны пространства низкоинформационных слоев сознания Вселенной. Мгм. Получается, Хорошо. что все эти события, которые происходят во Вселенной, они происходят внутри самого человека, в его душе, в каждой душе. Все абсолютно события имеют отклик. Все души, мы Мгм. видим людей, которые ходят по отдельности друг от друга и живут на разных континентах, но все они являются одним целым. В общем, считывается Человеческое колорит, сознание, колорит. колорит, колорит сознания. Мгм. Множество этих уровней, множество фракталов. Миллионы, Мгм. миллионы измерений. Каждая душа, она вибрирует на своей частоте. Мгм. А ты вот услышала, ты говоришь, согласился умереть. Вот на каких и Мгм. обрадовался в секторе миссии, сразу обрадовался, что ты нашел ключ к пониманию. Мгм. Последствий. Даже не последствий, а ты нашел, раскрыл вот этот эпизод, Ага. когда-то, и ты в том моменте, когда разбивал эту вот воду, Лед. лед, да, Мгм. то ты обрадовался, развернул свое лицо, и оно засияло. Я вижу, как ты выходишь с той ситуации. Отменил это решение Мгм. причинить. И в этот момент я вижу, как ты обернулся вот на фоне этой стены из брусьев, и такие руки как вызволились из темных энергий,
И Мгм. вот так, как душат этого черного гусара, эту программу. Мгм. И я вижу, что и снова идет отнестись с милосердием. Я спрашиваю, что ты хочешь, а ты берешь вот так, вот левой рукой, как бы светлую часть Анны и Тараса. Они, вероятно, сделали какое-то расследование и тоже к чему-то подошли впритык. Мгм. Ты к ним проявляешь милосердие. Но я тебе передаю, что твоя рациональная часть хочет разорвать все контракты с антимиром и убрать все кармические привязки ко всем духам, ко всем душам, людям. Мгм. Душам, антимиром, программам антимира Так, я вижу, развязать. что Мгм. да, есть этот контракт, и ты что-то передаешь вот так, как Тарасу передаешь. Мгм. Что я передаю ему? Он такой был черный шарик, ты как будто бы вот у него душа как раз и зашла туда в сектор интерферентов, а ты вот так даешь ему как такой комочек бумажный черный. Он разворачивает его, и там информация расцветает, как такой, как лотос. Так вот цветет, и Мгм. оно так идет, красиво так. Цветок такой распускается. И он начинает кушать эту информацию, эту энергию. Она считывается как энергия жизни. Мгм. И поднимается как ангел. Я вижу, он выходит с этой ситуации, и за руку тащит за собой Анну. Мгм. Анна? Кого Да, он Так. ее Ага, хорошо. с этих нижних пространств. А в секторе магии появляется такая клетка, только не квадратная, а круглая, с таких прутьев. И в этой клетке кто-то сидит, вот так ухватился за эти прутья, как зверь какой-то с хвостом. Мгм. Мантикор. Но он не черный, а такой, как стеклянный, а морда черная. И он ухватился и хочет перегрызть клетку. А я его раз еще такой штукой накрыла, как Мгм. стеклянной, и приказываю ему замолчать. Приказываю замолчать этому мантикору. Так. И я вижу, как из глаз Тараса, он поднимается вот так постепенно вверх. Его лицо вижу, а с его лица такая маска, а, такая, знаешь, такого считывается, я хотела сказать безразличие, аж идет как иступление. И говорит, я не причастен. Мгм. Вот эти программы так говорят, я не причастен. Я приказываю проявиться, кто это говорит. Мгм. Это. И в секторе интерферентов проявляется этот мантикор, который как будто бы выползает из этого спрута. Мгм. Программа Мантикор. И считывается это как сигнал. Сигнал. То Так. есть вот это отречение от ответственности. Мгм. Считывается сигнал. И Это. вижу, как этот спрут с этим мантикором, вот там такой портал, они как бы вылазят из портала, и такое движение, как упадок вниз. Мгм. Считывается сигнал. м, Так. Э, Как этот сигнал относится к моему моим решениям, контрактам? Как-нибудь
есть точки соприкосновения? Я вижу, что ты сзади тебя вот эта черная энергия, которая исходит от этих программ, от этого мантикора, и привязка, кармическая привязка к Тарасу, и ты должен ее разрубить. Мгм. И я вижу, и вернуть себе свой разум, который как бы забирает нашу энергию, которую мы отдаем, не понимая, что происходит. Таким образом, эта энергия, душа уходит под контроль низших пространств, измерений, Мгм. и служит источником, как батарейка, источником считывается позволение уничтожать себя. Мгм. Вот он, механизм самозащиты. Так. Ты меняешь события. Я вижу, ты нагнулся, и он только хотел тебя ударить, и ты ему встаешь и отдаешь. Вот так эти разрываются в руках, как это, пута считывается. Путы, Вот так, веревку. пута, Мгм. веревка. Разрываешь и снимаешь вот эту шапку, кастрюлю из головы. Я тебе говорю, чтобы ты приказывал убирать все подключки, Мгм. чипы, импланты этим и Всем интерферентам. интерферентам, всем магам, всем насильникам приказываю им убрать все воздействия на меня. Пусть они убирают на Я себе. вижу, Мгм. что ты вот так взял, достал этого человека с этим париком Мгм. и вот так руками прям как задушил и в сектор интерферентов. А вот этот жандарм, он начал окапываться. Вот эта программа начала штыком вот копать, а он считывается как эстонский, какой-то эстонец, эстонский ам, чиновник. Может, и Мгм. имя придет. Он начинает вот так копать вот там, Так. закапывается почему-то этим штыком, копает себе ямку в секторе магии. И появляется какая-то свеча, которая горит, но эта свеча вот так, как будто бы свечечкой, огоньком вниз. Это какая-то Так. программа, сейчас я посмотрю. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за свеча? Оно символизирует конец жизни. Я слышу так, конец жизни, и вижу, как какой-то шар светящийся просто так летит, и пух, такой взрыв. А у тебя в это время вот здесь этот портал красный, который был открыт, зарастает. И ты выходишь Мгм. вверх, как будто выплываешь из-под воды, проходишь такие пространства тяжелые, густые. Мгм. И когда ты выходишь, то со всех вот такими фрактальчиками собирается энергия. И я говорю тебе, чтобы ты собрал всю твою энергию, и ты вот это все собираешь, и она к тебе такими плывет, такими как струйки дыма, вот так легенькие такие энергии. И вдруг ты появился внутри, сидящим внутри такого шара огромного. Мгм. Так, что это за шар, Виктория? И я вижу, что ты вот так в руке держишь, там что-то есть. Я когда смотрю, то я вижу, что там эта стена, и с этим человеком, который, ну, с тобой, где ты вот держишь руки за голову, вот так, знаешь, Мгм. как пленные держат. Вот. Еще один контракт. Так.
Насчитывается разрешение на уничтожение расы. Расы богов. Да, Виктория, поподробнее посмотрим этот контракт. Я тебе покажу этот контракт полностью. Так, я вижу, как этот жандарм махнул рукой. У него брови такие вот такие черные. И глаза выразительные, большие. Мгм. И он так махнул рукой, и кто-то стрельнул, и пуля ударилась об это ведро и отлетела. Мгм. А он говорит: «Пли!» Мгм. Еще один контракт. А ты обернулся, и вот эта ситуация вот так от тебя отходит в сектор магии, и проясняется, так свет идет, и ты сидишь такой светящийся возле большой-большой книжки. Над книгой сидишь, ну, смотришь вот так. Мгм. И там в этой книжке ты вот так взял рукой, и там такие какие-то каракули. Договор, считывается договор. Так, спроси у меня, что это за договор. Считывается договор о распорошении расы. Мгм. Так, я расскажу тебе, что в этом договоре написано. Ну, смотри, в этом договоре написано, это твой контракт, это твоя, как Мгм. ты продавился под, то Да. есть ты что-то отдал, тебе что-то позволил. Мгм. Ты говоришь, что ты отдал царство в руки злодея. И в секторе магии я увидела образ Петра, который Мгм. вместе такой вырос, стал большой и смеется таким демоническим голосом. Большой такой какой-то длинный, худой, вытянутый, Ну с да. этими. И эта компания вся тоже, да? Мгм. Так, на что я еще согласился? Дал царство. Сейчас я смотрю, какое это ты царство отдал. Мгм. Я Давай вижу, посмотрим. корону отдаешь. Мгм. Корону отдаешь прямо в сектор интерферента. Так, я вижу, как этот человек, Петр, снял свою, считывается, пиратскую шапку. Мгм. Такая странная шапка, какая-то как Треугольная. треуголка, да. Считывается почему-то пиратская. Правильно, мародерская, пиратская. Ну, Мгм. вот. И вместо этого одевает на голову корону, а потом эта корона начинает переходить из рук в руки. Мгм. Вижу, как эти берут корону. И Так. Николай II, и Сталин там вот с трубочкой. И вижу много таких, Мгм. как портреты идут. А кто последний, Виктория? Ам, Считывается, что там проявляется Тарас и Илья. Мгм. Я сейчас, ну, не успела даже подумать, но направила туда внимание, как это так случилось, что они в одной команде. Я вижу, что тот момент, когда вот Тарас прицепляет символ цельнозора себе на экран. Таким образом он как бы
Подтвердил. подтвердил, что он в одной команде с ним, Мгм. что он заодно. Так, ну смотреть, где это начало, мы не будем. Это его Давай. контракты. Ты Да, должен расторгнуть свои да. контракты. Давай посмотрим вот этот контракт. Виктория, я тебе еще покажу, на что я согласился, кроме как отдать царство. На что еще согласился? Я вижу, ты одеваешь вот это ведро на голову, Так. и считывается потерять часть сознания. И вот это слово снова, оно снова звучит. Измерения. И вот эти пласты измерений, это как такие ткани, Мгм. потерять самообладание, то есть суверенитет над пространством души, Мгм. считывается как глобальный катастрофизм, унижение расы, Мгм. Так, понятно. Так, а что, кто вторая сторона контракта этого? Я ему приказываю проявиться. в секторе интерферентов проявляется вот этот гусар, большой такой, закручивает вот правой рукой ус. Мгм. Так, это программа. Я Да. приказываю к самому главному хозяину этой программы проявиться. Так, снимает из головы корону, такая лысая голова, несколько там волосинок. Вот, это другое еще измерение, выглядит как водяной, как рисует водяного какого-то расползшегося. Я ему приказываю назваться, кто он такой. Мгм. Я тоже ему приказываю назваться. Это тоже программа считывается как растерять, рассеять, распорошить. Мгм. Так, приказываю хозяину этой программы проявиться, самому главному. В нижних измерениях пошел портал в нижние измерения. Там зажужжали эти механические пчелки. Я приказываю им замолчать Мгм. и приказываем источнику всех этих программ, эгрегоров проявиться. Приказываю источнику проявиться. Вижу, что там такое дыхание тяжелое, черное, и в грудной клетке легкое свечение. С сердечной чакры вот этот портал с этими всеми и вырастает, с этими программами, этим всем. Мгм. Люцифер, он лежит и говорит, что он вздыхает. О, Мгм. вздыхать и издыхать — это характеризует, считывается, ганебную смерть. Мгм. То есть, Приближается смерть. да. Мгм. Так, а где твоя энергия? Что ты отдал? Мгм. Приказывает ему Люциферу показать, что у него находится моего. Приказываю ему показать это все. Я вижу, что сквозь вот эти все программы идет такой, как ниточка сияющая, которая вот так доходит до его сердечной чакры. И получается такой, как купол, и там такие свечения.
оно считывается купол неуязвимости. Мгм. Получается, ты отдал свою неуязвимость, и таким образом он ею пользуется. Не буду материться. Так, что еще у него есть моего? Я ему приказываю показать. Сейчас мое внимание перенеслось в сектор миссии, где ты сидишь. Считывается бок эфира. И ты вот так взял, нарисовал такой треугольничек перед собой. Сидишь как такой, ну как Бога рисуют. Угу. И нарисовал вот такой треугольничек. Так. И я вижу, что ты этот треугольничек, а вот так Богу рисуют какой-то треугольник за головой. Да-да-да. Есть такая. А ты нарисовал вот так и перемещаешь этот треугольник в сектор интерферентов. И я Мгм. вижу, что этот треугольник стал как подушка, лег под голову этому Сатанаилу. Это сознание лежащее. Почему оно лежит? Мгм. Оно Спа беспомощное, считывается беспомощное, бесперспективное, подыхающее. То есть даже не как среди человеков там смерть, а как среди зверей гадких. Потому что мы, когда кошечка, например, умирает, мы говорим «умерла кошечка», например, да? Мгм. Так, а я нарисовал этот треугольник. Что Сейчас это за действие? ты вот так руками берешь этот треугольник, и я вижу, что это как будто ты вырезал из нашего пространства и туда перемещаешь и говоришь, чтобы это просочилось энергиями мрази. Это Так, как губка такая. спросил меня, зачем я это делаю. И появляется такая большая книга, снова эта же книга, над которой ты сидишь и Мгм. говоришь, чтобы расписать времена, даты и числа предсмертных конвульсий тяжелого мира. И достаешь с этой книжки, как пинцетиком, уже красную такую каракульку. Так, что это? И вот так в рот этому антимиру. И сразу у этого антимира вот так пятая чакра у этого Сатанаила. Мгм. То есть ты отдаешь кармы, считываешь, что распечатываешь печати. Была черная, потом красная пошла вот эта штука. Черная это магия, красная это агрессия. Агрессия. Потом еще есть белая, считывается принудительство. То, что мы называем гипноз, Мгм. принуждение. И прозрачная еще появляется. Она имеет отношение к этой медузе и к этому спруту. И я вижу, как-то раз вот снимает эту корону черную, а там вот это как эта медуза, это вот что-то как в аквариуме. Мгм. Вот это и есть прозрачное, как аквариум. Да, это квантовый механизм взаимодействия мира и антимира. М. Вот эта перепонка, взаимодействие. Да. Так, что я с ней делаю, с Это этой все в этой энергией? книге записано. Так. И я слышу поочередность. И ты по Мгм. очереди это все вот так как пинцетом достаешь
И в сектор интерферентов ты говоришь, что разгадать тайны подземного царства. Мгм. Какое-то оно подземное, но считывается тоже как морское. Я слышу морское право, право М. ухищрений. И я вижу, что вот эти медузы, это символизирует именно вот это подсознание, которое связывает. Ага. Вот это загрязненное, считывается загрязненная оболочка сознания, загрязненная оболочка сознания между миром духов и миром живых. Мгм. Тоже связано с этим механизмом квантового взаимодействия? Да, и это все является внутри вот этого треугольника. Ты его, как знаешь, как вот так намочал, а потом вынул. Это как, знаешь, как эти, идет аналогия, как человек, который выращивает пчелок, чтобы они делали мед. Он в улей опустил рамочку, Мгм. пчелки сделали мед. И он отделяет потом мед от этого воска. И снова эта свечечка появилась, которая догорает. И я вижу, Так. что считывается, идет разделение меда паршивого, Мгм. какая-то парш, От от неправильного. правильного меда от неправильного. То есть идет паршивый, это тот, который загрязненный, как такие, как луска такая, как это, знаешь, бывает в голове такие штучки Мгм. белые, перхоть. М. Вот оно считывается, что как прослойка магии. Ага. Вот это дёготь в бочке с медом. Так, очищаем мед. А мед что Очищай мед, значит? да, и ты берешь вот этот треугольничек, он вот так считывается, как рамка, и Мгм. ты ее показываешь перед лицо, а, вот так в сектор будущего первотворца. Мгм. Очистил. Считывается отец жизней. И когда он посмотрел, он вот так смотрит на эти соты, которые там образовались. И вот эти черные, это парша, паршивая эта вот штука, оно вот так выталкивается под его зрением. И это символизирует коны Вселенной, неизменные коны Вселенной. То есть мы не все должны сами решать. Мы не имеем права решать все Мгм. То, вещи. что да, то, что Вот оно что. Видишь? Он же не зря я услышала, что он творец жизней. И, Мгм. и люди, которые посягают на святое, то, что принадлежит первотворцу, ему принадлежат все жизни, все души. И тот, кто забирает, вот проявляется снова этот Тарас с ружьем, он как бы идет против кона Вселенной, он становится как судьей, который как бы судит, забирает вот это право судить, потому что забирать жизнь, которую сам сотворил, имеет право только первотворец. Мгм. Понятно. И ты говоришь, вот эту отдаешь эту назад, обратно, эту, этот треугольник, и он ломается. И говоришь со мной, ты говоришь, что ты рассудила правильно.
Мгм. А голос твой такой интересный. Он так такими волнами идет. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Что еще мне надо сделать в секторе миссии? Я тебе покажу и сделаем. Откажись принимать этот контракт. Мгм. Расторгай этот контракт. Расторгаю все контракты с антимиром, отказываясь принимать смерть, приказываю всем интерферентам, магам, насильникам, чтобы они забрали все воздействия, последствия воздействий. Приказываю им отдавать все, что принадлежит мне. Забираю, очищаю. Вижу, что вот этот сон, о котором ты говорил, Мгм. это твое подсознание давало тебе подсказку, что вот эти энергии, а, они как хромосоминки. Подключка была как бы снизу. Что такое подключка? Это как портал, э, через который эта информационная ам, субстанция проникает, потому что энергия и информация это одно и то же. И оно, вот вижу эти как пальцы, вот эти хромосомины, то есть это вот эти все контракты, это именно то, что укорачивает жизнь человека. То есть соприкосновение с антимиром, любое соприкосновение с антимиром приводит к уничтожению жизни. И Мгм. это ты отдаешь, оно уходит. То есть все твои сны, как говорится, в руку. Это вот М, твое подсознание подсказывает, какая информация лишняя, ненужная, с которой нужно разобраться, находится в твоем подсознании. То есть это мгм. подсказки Вселенной. И подсказки, они Вселенной, они можно их обозначить как шепот Вселенной. И если мы прислушиваемся к подсказкам Вселенной, к шепоту Вселенной, то это мы живем как по кону Духа, Святого Духа. Если человек не прислушивается, то он дождется удара кармы. Да. Еще нужно определять, шепот ли это Вселенной или навязанный чьим-то Но это очень легко иллюзией. определить. Есть иконы жизни, иконы смерти, все. Мгм. Если, то есть это как лакмусовая бумажка. Библия для кого написана? Не убей, не укради. Это ж не деревьям, деревья это не делают. И не цаплям. Цапли знают, что жизнь просто так забирать нельзя. И волк просто так не убивает никого. Это людям написано. Мгм. Да, хорошо, Виктория. Вернемся давай. Что еще делаю? Как я расторгаю контракт, очищаюсь. Покажу Да, тебе. я вижу, что ты вот эту книгу, ты с нее вот так, как такой фартук черный, вот так струшиваешь, и образовалась такая, как спица. Ты струсил, а потом раз-раз закрутил и Мгм. закрываешь. Вот этот портал закрываешь в сектор Закрываю. интерферента. И я вижу, как ты заходишь, идешь по дороге вверх, к первоисточнику, в будущее, или как будто ворчишь. Вот так отсюда забираешь вот, вот здесь у тебя, где эти косточки, я вижу планеты. Вот это планета М. Земля, вот эта косточка. Так. Мгм. Указательный. Вот указательный. Это планета Земля. Средний. Каждую Оно звучит косточку. красный Марс. Мгм.
Безымянные. Потом идет Венера, а потом Мгм. сразу маленький идет Луна. Так, а большой палец тоже? А большой палец, от большого пальца пошла такая подключка, как портал. М. Так. Что-то связано с словом то ли вязать, что-то такое. Мгм. Виктория, я тебе покажу тот момент, когда этот портал появился у меня в пространстве впервые. В этом большом пальце, да? Мгм. Да, Да. портал. Ты говоришь, что ты зашел в углубление, ты вышел через этот портал, и получилось так, такой шар большой, который как продет этим порталом, как червоточина такая. Мгм. Вот, и ты вышел наружу, и когда ты вышел наружу, ты это закрыл такой крышкой большой. Она Мгм. такая, как в канализационном, так, очень тяжелая. И это связано с тем, что когда ты вот пробивал эту льдинку, чтобы добыть воды. Мгм. Так. Вот. А тянется оно вот так по ментальной карте в сектор магии. Так, и кто на том конце? Мгм. Приказываю, кто находится в секторе магии, приказываем проявиться. Этот туннель, он так похож, считывается как трахея. Мгм. Такие ребристая такая поверхность. И тянется она прямо. Ого. Так. Солнце. Нет, Куда? Куда оно тянется? прямо в рот этому, который лежит там, Ага. Серафиму, а он как будто бы на земле лежит, вот так, на ну, как на спине, на голове, а земля, ну, вот такая. Он как огромный, как на шарике на таком лежит, обогнул руками, ногами на земном шаре. И эта трубка прямо ему в рот, Мгм. как-то через мозг, красное там все. И он так дышит. Считывается перекрыть кислород. Мгм. А, и я вижу вот этот купол, который светится нашими энергиями нашего священного пространства, эфиром жизни. Я вижу, как ты его забираешь. Ты вот так его Забираю. как Мгм. высосал. И он ушел, весь эта энергия ушла в сектор Первотворца. Отлично. И вот это идет, и дыхание жизни вдохнул, Мгм. и стал Забер человек живою душой. И Мгм. я вижу, что этот дух жизни, этот эфир живой, это именно то, за что воюют вот эти твари, чтобы пролонгировать свою никчемную жизнь. Существование. Да. Так. Я забираю у этого Серафима все мое, отдаю ему все его. Свое забираю, очищаю. Я вижу, ты говоришь вот так, я руки положил, я вижу, как ты стоишь, а руки вот так положил. И вот эти планеты, это как косточки на этих руках. Мгм.
И ты говоришь, что я руки положил на алтарь смерти. Ты говоришь, я предал собственную жизнь ради спасения всех, ради спасения всей Вселенной. И просишь прощения у Первотворца жизни. И я вижу, как ты вот так поотламывал такие черные пальцы. Мгм. Поотламывал и смотрю, как вот это все, эти меридианы засияли, как поток, потоки такой энергии с рук. Мгм. И ты что-то говоришь на каком-то языке, на древнем языке. Мгм. Скажу тебе, переведу, что я говорю. Это как на древнеславянском языке, и символы идут быстро-быстро меняются. Мгм. Если коротко, то идет как «я есть жизнь». Оно вот так с каждой этого фонтана идет эта информация. Это как, М. знаешь, о, это я когда-то во сне видела, как такие фонтаны, как разливались добра разного, счастье, добро, как благословения такие. Я видела в юности Мгм. такой сон. Мгм. Вот я вижу это то же самое. И ты Э, говоришь, что твоя крепость вернулась к тебе. Я вижу, как вот этот треугольник, который ты так в пространстве как бы нарисовал, как будто вырезал, Мгм. то он замещается вот этим кругом. Он такой, сейчас его рассмотрю, он вот такой, как будто бы взял кто-то и один слой верхушки шара срезал. То есть вырезал ты треугольник, а Мгм. закладывается обратно вот эта полусфера. Так, а почему она кругом обрезанным выглядит так? Ты показываешь, что все пространство и имеет шарообразную форму. Это многомерное живое пространство, и оно самоорганизуется именно с помощью вот этих конов физики, которые буквально я вижу, как капелька, шух-шух, и М. выстроилась в такой шарик. Ясно. Это форма жизни, я считываю, слышу, Мгм. форма жизни. А Ясно. треугольник — это формирование а, чуждого сознания. Мгм. Это считывается как эта рамка, как заблуждение, блуждать Мгм. во тьме. Мгм. Виктория, у меня вот вопрос. Ты говорила про планеты на косточках. Это Да. планеты на одной руке ты смотрела, а на другой руке они другие планеты? Они другие, но ты почему-то говоришь, они все какие-то одинаковые. Ты говоришь, они безобразны. Почему? Вот на левой руке говоришь, они безобразны. Ты говоришь, там мира нет, Мгм. уничтоженный мир. И Уран О, тоже? что? Уран, планета тоже? Да, Уничтоженные миры? Мгм. все Так, планеты. Они на что только, ты обратил? вот эти, они подконтрольны разуму, а вот эти Мгм. уничтоженные. Это как прошлое. Вот левая рука, она как символизирует насилие, магия. Мгм. А
Правая рука считывается, я слышу, спасение. Ясно. И вот эта косточка, она, планета Земля там крутится. Мгм. И ты, Интересно, конечно, да, я интересно. смотрю туда и слышу, мой мир жив. То есть мы способны еще спасти наш мир, Мгм. слышу нашим отзывом, то есть нашим выбором. Я Мгм. слышу, большинство выбирает мир, Мгм. жизнь, гармонию. И поэтому наш мир выживет. Он выживает. Он побеждает ненависть, магию. Отлично. Это хорошо. Да. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Мгм. Э, Спроси у меня, закрыл ли я все контракты, которые могу. Ну, на сегодня да. Мгм. Давай посмотрим замороженные ситуации, какие у тебя есть. Так, там появляется в секторе магии такая штука была, клеточка, есть стеклянная, что я накрыла. Я отправляю это в портал на утилизацию с этой сущностью, с этой энергией. Тебе говорю, чтобы ты очистил все твое пространство, стер со всех информационных полей негативные взаимодействия, расторг все контракты, оторвал от себя все подключки, чипы, импланты, запретил вторжение в твое пространство, Мгм. восстановил суверенность, гармонию, жизнь, вернул себе Мгм. все частицы души со всех тех мест, где терял, и Мгм. очистил. А все это на аннигиляцию, все эти Мгм. Все мундиры, это эти делаем. усы, которые Да. там прицепливаются, все. Чужеродное все на аннигиляцию отправляю. Очищаясь, Очищай, поднимаемся. освобождай нашу планету, чистый Мгм. эфир, разум, энергию Мгм. жизни, процветания. Процветать и жить имеют право только те, кто выбирает жизнь и процветание, а все паразиты, убийцы, должны Мгм. уйти к их вдохновителям, к убийцам, и быть уничтоженными на веки вечные, чтобы никогда не повторялось это зло. Мгм. Хорошо, Виктория. Закручивается этот портал, Мгм. закрываю, очищаю, переношусь в светлое пространство. Мгм. Мгм. Посмотри, Виктория, как я сейчас выгляжу. Ты поднимаешься вверх, я тебе передаю, чтобы ты это крыло сползает. Ты в руке держишь голову такого огромного, как будто вытащил из какого-то динозавра. Так, что это за голова? Антимир. Так, что я хочу с ней сделать? Подождать. Ну, у тебя в левой руке такой длинный-длинный светящийся меч. И я вижу, что ты направил этот меч прямо как в сердечную чакру. Оторви ему голову, верни весь потенциал нашей священной вселенной. Пусть прекращаются все войны, пусть все бросят сейчас свои мечи, всю свою ненависть, пусть каждый увидит и поймет все безобразие а, этого антимира и откажется принимать законы Мгм. смерти в свою же жизнь, потому что это же карму никто не отменял. Мы Да, Виктория, я это прекращаем, делаю. да, Да. запрещаем войны, Мгм. агрессию. Пусть карма возвращается каждому, кто а, проявляет насилие и агрессию по отношению к светлым душам. И мы призываем каждую живую душу наполняться светом, энергией и становиться такой же суверенной, как и наша душа, суверенная по праву рождения, Мгм. по праву Творца нашего. Он суверен, и все его творения тоже суверенны, и э,
Пусть весь мир наполняется светом, гармонией и чистотой. Мгм. Призываем каждую живую душу это сделать. Отказаться от антимира, отдать этим агрессорам всю их ненависть, все чужеродные энергии, освобождаться и выбрать жизнь Первотворца. Вот я вижу ситуации, что некоторые люди там убежали, где война проводилась, да? Мгм. Вот, убежали во Львовскую область, во Львов, и ударяли ну, снаряды, ракеты ж летят каждый день, громят всю Украину. И именно уже даже люди сами пишут, что карму никто не отменял. То есть и среди убитых очень много тех, кто убежал с Восточной Украины. Мгм. То есть Карма никто не отменял, да? да, Мгм. случайная бомба как бы нашла Не беженцев, случайно. да, не случайно. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория. Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Отсоединись от всех и всего. Соединяюсь. Проверяй свое личное пространство. Мгм. Закрывай порталы. Наполняемся энергией жизни, гармонии, процветания, любви. Да. Мгм. Виктория, я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.